Турагент был шокирован ценами на Египет. В Хургаде впервые появился новый тип отелей. Две авиакомпании открыли продажу билетов в Египет. В какую стоимость обойдется перелет? Всем привет! Вы на канале Лейсан и главные новости туризма. Ценообразование на туры в Египет стало причиной сомнений и шока для некоторых турагентств. Запредельную стоимость на организованный отдых предлагает российский туроператор Библиоглобус для путешественников с вылетом из Екатеринбурга. В Екатеринбурге и так выбора практически нет. В Хургаду летает iFly 3 раза в месяц на 9-10 ночей. И в Шарм-эль-Шейх летает только Библиоглобус на египетской авиакомпании Аль-Масрия. Но цены очень высокие. Например, отпуск в Шарм-эль-Шейхе с вылетом из Екатеринбурга в 4-звездочный отель с питанием, завтраки, ужина начинаются от 216 тысяч рублей. Это цена недельного отпуска за двоих. Причем цены на следующий вылет оказались такими же шокирующими. Мест на рейсе полно, но цены опять зашкаливают. Например, тур на 3 ночи от 193 тысяч рублей на двоих. Сравнивать цены на туры из других городов можете на Тревелата, где собраны актуальные туры от всех ведущих туроператоров. Ссылку оставлю в описании под этим видео. В Хургаде впервые появился новый тип отелей. Египетский курорт Хургада пробует новые варианты и типы отелей, чтобы привлечь разные категории туристов. Например, на курорте впервые появится отель только для взрослых. Об этом местным СМИ сообщил Мохаммед Аид, эксперт по туристическому маркетингу на Красном море. Отель будет являться первым в своем роде в Хургаде. Он предназначен только для взрослых и ждет туристов, ищущих спокойствия и отдыха, заявил он. Также целевой аудиторией нового отеля, со слов эксперта, станут новобрачные, прибывшие на празднование медового месяца или годовщину свадьбы. Как добавил гражданин Эд, создание такого отеля базировалось на результатах исследования, проведенного среди иностранных туристов разных национальностей. Отель не будет принимать семьи с детьми, по крайней мере, до достижения ими 18-летнего возраста. Весь дизайн отеля рассчитан на гостей, ищущих спокойствия и релаксации. Спроектированный отель в курортном стиле располагается на обширной территории, которая включает в себя, например, несколько групп релакс-бассейнов. Название нового отеля пока еще не сообщается. Авиакомпания «Россия» открыла продажу билетов на прямые рейсы из Сочи в Шарм-эль-Шейх. Полетная программа стартует 30 октября и завершится в конце марта следующего года, сообщается на сайте перевозчика. Перевозка будет осуществляться на ежедневной основе. Вылеты из российского и египетского аэропортов назначены на дневное время суток. Регулярные рейсы будут выполняться на Сувей Суперджет 100. Салон самолета рассчитан на 87 мест, из них 12 кресел бизнес-класса и 75 эконом-класса. Минимальная стоимость авиабилета в ноябре составляет около 38 тысяч рублей на одного пассажира, например, с вылетом 17 ноября и возвратом 24 ноября. В цене только ручная кладь весом до 10 кг, а за багаж придется доплатить почти 5000 рублей за полет в обе стороны. На официальном сайте авиакомпании отмечается, что Южный аэропорт может стать транзитным хабом для пересадки пассажиров группы Аэрофлот, отправляющихся на египетский курорт из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других российских городов. Еще один перевозчик начал продавать билеты в Шарм-эль-Шейх. Авиакомпания «Азимут» поставила чартеры из Сочи в Шарм-эль-Шейх. Полеты должны начаться с 18 ноября. Самолет между двумя курортами будет курсировать дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Планируется, что этот маршрут будет действовать до 21 марта. В полете пассажиры проведут чуть больше 3 часов. На маршруте заявлен Airbus A320-100-200. Стоимость перелета в обе стороны в конце ноября около 55 тысяч рублей. Но билеты у России на эти же даты немного дешевле. За место в Suvjay Superjet 100 нужно отдать около 38 тысяч рублей. И, конечно же, больше новостей на моем канале. Подписывайтесь. До встречи, пока.